Добрый день, меня зовут Виктория Косик, я гештальт-психолог, сертифицированный гештальт-психолог, магистр психологии. Сегодня я записываю уже такое второе видео в этом году. Мне как-то попроще, кстати, снимать это видео, потому что уже как-то настроила я здесь свет. Уже даже поняла, что нужна мне подушечка под спинку, так как это будет удобно. Сегодняшняя тема моего видео, она будет про новогоднюю хандру, про депрессивное состояние, про такое вроде бы странное состояние, вроде бы все веселятся, кайфуют, радуются вот этим всем новогодним праздникам, но в то же время есть люди, у которых есть состояние апатичное, бессилие, такое депрессивное. И сегодня я буду как раз-таки говорить про такую апатию в эти новогодние праздники. И в начале этого видео хотела бы попросить вас подписаться на мой канал. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там каждый день стараюсь выкладывать новые статьи, и они у меня, кстати, на тему отношений. И у меня сейчас есть набор на мою терапевтическую группу. Одна у меня группа в Москве, а другая группа в онлайне. Группы маленькие, и они как раз-таки тоже посвящены теме отношений, повторам сценария, и именно через групповую работу человек может увидеть, как он на группе предъявляется, как он себя чувствует, как он создает некоторый повтор сценарий на этой группе, и, следовательно, заметив это, может попробовать создавать новые отношения, приближаться, по-другому, в общем-то, выстраивать доверительные отношения. То есть у тех, у кого есть сложности в построении длительных, глубоких, искренних отношений, где вы можете быть собой, где вы можете и злиться, и переживать, и испытывать разные эмоции, и вместе с этим оставаться в длительных отношениях. Поэтому приходите. Вначале я хотела бы рассказать некоторые причины, почему такая некоторая депрессивная, апатичная, вообще эмоциональное состояние может вообще настигать людей в эти новогодние праздники. И в конце видео уже расскажу, что же с этим делать, и в конце уже подытожу. Основные причины, которые я вообще так могу наблюдать и замечать, из-за чего такие грустные переживания могут появляться у человека. Во-первых, давайте представим, вы заходите в Инстаграм, смотрите, а там счастливые семьи, подарки, вот это там «Один дома», когда он, я сейчас недавно, кстати, смотрела «Один дома», где в конце такая картина была, где они все спускаются, смотрят, а там много подарков, где все такие счастливые, где полные семьи, где все улыбаются, где все счастливы. И, по сути, Инстаграм тоже нам транслирует такую счастливую картинку. А в Инстаграм-то никто, в основном чаще, никто не будет раскрываться истинными переживаниями, то есть никто не будет делиться теми мыслями и чувствами, с которыми делятся со мной люди, которые приходят ко мне на консультации, и чаще всего, кстати, приходят люди, которые выкладывают такую идеальную картинку, а на самом деле, приходя ко мне на консультацию, я слышу вообще совершенно другое. И это нормально, что они это не выкладывают, потому что покупается и хорошо рекламируется только идеальная картинка. И вы заходите в этот Инстаграм и видите: у этих классные подарки, у этих эти поехали на Мальдивы, здесь там счастливая семья, они там друг другу в попку целуют, а вот у меня не так. И начинаете в этом месте сравнивать себя с одним блогером, вторым, третьим, и чувствуете себя просто говном, по сути. Вот это транслирование идеальной жизни бессознательно часто включает такие мысли, что люди начинают себя сравнивать, и из этого чувствуют то, что я не дотягиваю, у меня-то этого нет, я этого все не добилась, у меня год прошел, и оказывается, это неудачный я до сих пор. И входит эту депрессивную, такую грустную атмосферу, где у меня этого нет. У них это есть, а у меня этого, к сожалению, нет. Это был первый пункт. Второе, я бы здесь отнесла про такие некоторые итоги года, когда, допустим, в начале этого года у человека был такой сценарий, что сейчас за этот год я выучу английский, я смогу переехать, я смогу, познакомиться с какими-то классными людьми, я смогу увеличить свой доход, я смогу то, и все, и пятое, и десятое.
И в конце года могут сталкиваться с тем, что, о, оказывается-то я к этим целям-то и не пришел, оказывается-то у меня это не вышло, вообще не получилось это вообще достигнуть. И сравнивая себя и свои, в общем-то, желания и цели, которые, возможно, даже были не сильно реалистичные, или, может быть, какие-то желания и цели вообще не принадлежащие вам. И в конце года можно столкнуться с теми чувствами, что, блин, вот те планы, которые я сама себе ставила, сам себе ставил, я к ним не пришел. Конечно, это классно разбирать у психолога, ставить цели себе там в начале года и фильтровать их и понимать вообще, насколько они реалистичны, а насколько они вообще ваши, а правда ли это то, что вы хотите или нет. Но когда люди не занимаются с психологом, с психотерапевтом, они чаще всего просто ставят цели, и на эти вопросы сами, ну, потому что у нас психика такая, мы сами не можем посмотреть, что за этим стоит. То есть это происходит такое некоторое вытеснение. Цели-то мы поставили, нам кажется, что они наши, но в конце года сталкиваемся, что вот это не реализовалось. И чаще всего там за этим вообще стоит какая-то причина. И можно входить в то же, снова из-за этой причины можно входить в это состояние, что вот, я неудачница, вот я опять к этим целям не пришла, вот в начале года я ставила себе цель, что я выйду замуж, там, допустим, или я перееду, или я куплю классную квартиру, или я войду там в какую-то классную сделку, или возьму ипотеку, а это ничего не вышло. Вот, то есть, ну, такая некоторая встреча происходит с реальностью, где человек может вообще не осознавать, почему это почему эта мечта не реализовалась, и он просто сталкивается с реальностью, а эта реальность очень-то и неприятная, а год-то закончился, а этого нет. И третья причина – это чувство одиночества, потому что здесь, может быть, я так, знаете, еще говорю про третью причину, но в этой третьей причине может содержаться прям очень много всего. У многих сейчас стоит пауза на работу, то есть вы находитесь в новогодних праздниках, вам не нужно ездить на работу, вам не нужно сдавать какие-то отчеты, вы не заняты, как обычно, там 5 на 2 или там 2 на 3, ну, то есть смотря какой график у кого. Раньше, допустим, человек чувствовал себя нужным, важным, постоянно нужно что-то делать, какую-то работу, какие-то цели и задачи есть. А тут получается так, что новогодние праздники, как так, а что мне делать, когда я не делаю по списку, который мне дал мой шеф? А как вообще мне жить и как мне вообще свой день распределять, когда никто надо мной не стоит и не говорит, что мне делать. И тут у человека может появиться это чувство одиночества, непонимание вообще, как я вообще могу организовывать себе пространство, а что я вообще могу сделать. Здесь может появиться такое ощущение, что, блин, а мне вообще сложно отдыхать, проще жить по списку, который кто-то дал, кто-то сказал, как правильно, а вот что мне делать, когда этого списка нет, непонятно. У кого-то это может быть как раз-таки одной из причин, когда именно такая пауза в работе дает возможность заметить, что а я вообще не знаю, что я хочу, а я вообще не понимаю, чем мне заняться, какие мне планы вообще построить. И какое-то такое чувство, что я вообще никому не нужна. То есть можно включиться в такие переживания брошенности даже, покинутости, что я никому не нужен. И более того, если так пойти в эту идею, в такие моменты, когда нет никаких обязанностей, нет никаких необходимостей, которые вы привычно должны выполнять, человек может столкнуться с грустью, с переживанием, с этим же чувством брошенности. Допустим, были отношения там в течение этого года или прошлого, или еще как когда-то у вас были, но вы, допустим, не отгоревали какие-то отношения, которые у вас были закончены. И тут, оказывается, появляются новогодние праздники. Здесь все как-то вот все на паузе, как-то не нужно мне сейчас максимально работать и включать свой трудоголизм. И вот, блин, как-то грустно, и он не понимает причинно-следственную связь вообще, а из-за чего грустно, как-то одиноко, как-то
как-то мне печально, как-то поплакать хочется. И вот эти вот чувства, которые были поставлены на паузу, а может быть даже такая ситуация, там, допустим, у вас умер какой-то близкий человек, бабушка, родственники, там, я не знаю, когда-то у вас была любовь, и ваши отношения закончились на том, что он ушел, там, допустим, служить и не вернулся, и вы ушли в трудоголизм. И тут появляются эти новогодние праздники, и клобысь вас просто настигает и уносит в слезы, в депрессивное состояние. Вы можете не есть, не спать, либо наоборот все время спать, все время есть. То есть в некоторую такую крайность переходить человек может. И, по сути, проживать те неприятные такие чувства, которые были поставлены на паузу. Даже клиенты, которые приходят ко мне на терапию, когда сейчас у меня тоже ведь новогодние праздники, я 2 недели не работаю, и я уже знаю по опыту своей практики, что когда я делаю такие паузы, там вот именно там в 2 недели, вот как сейчас новогодние, скорее всего, клиенты, которые будут ко мне приходить, которые ко мне придут после новогодних праздников, у них это чувство брошенности появится. И где-то, ну, то есть вот будет активизироваться те переживания, где да мой психолог, в общем-то, на 2 недели от меня отказался. И даже в этой ситуации, даже пусть этот человек работает где-то, и он увлечен, даже вот этот момент один, что вы с своим психологом работали, а тут 2 недели вы не видитесь, этот факт и это событие тоже может привести к тому, что мы можем на сессиях, допустим, уделять минут 15 про то, как человеку, допустим, ну какие-то схожие темы, про то, как кто-то в его жизни от него отдалялся, про то, как где-то, возможно, какие-то отношения завершались, про то, как вообще говорить «нет» и отходить на расстояние. То есть про отдаление и про завершение, возможно, ну, то есть про завершение каких-то процессов. Вот, поэтому это, такие... Такой, получается, 3-й пункт про то, что могут подниматься какие-то переживания на тему отдаления, завершения, остановки, ну и те чувства и эмоции, которые вы где-то раньше пытались остановить и не заметить, они будут в такие промежутки именно как новогодние праздники вас настигать и догонять. И, конечно, сейчас социально, знаете, так выглядит такая атмосфера счастья, веселья, радости, позитива. Но вместе с этим есть, это, кстати, такой, я думаю, здесь 4-й уже пункт, это про вытеснение других полярных чувств. То есть полярные чувства — это противоположные чувства, где за весельем противоположное чувство стоит это чувство грусти. И человек, когда пытается не проживать и не замечать вот эти вот противоположные чувства, как грусть, печаль и так далее, а пытается веселиться, его в какой-то момент может настигать, наоборот, и догонять эти чувства, потому что вот эта вот радостная такая картинка, где все веселятся, и я тоже должен, а внутри-то переполняют другие чувства, которые непонятно куда разместить. И, следовательно, человек внутри может делать вид, ходить на эти вечеринки, развлекаться, классно проводить время. Я туда поехал, я сюда поехал. И встретилась и с тем человеком, и с другим. А внутри в то же время вроде бы и как-то он и выглядит веселым, счастливым, и даже постит, допустим, в этом инстаграме какие-то счастливые свои картинки. Но внутри может складываться такое ощущение, что, а мне-то внутри очень грустно. И причина здесь в том, что есть, такое социально одабриваемое, разрешаемое чувство проживания. Это сейчас веселье и радости. А вот грусти непонятно, куда ее девать. Непонятно вообще, как ее проживать, что с ней делать. Вот. И выходит так, что отрицание противоположных чувств вызывает накопление. А любое накопление, оно приводит к тому, что в какой-то момент это взорвется. И 5-й момент, это я так себе записала про дефицит витамина В. Так как нет солнца, так как, к сожалению, нет необходимых витаминов, есть пауза, есть, нет необходимости что-то делать, человек останавливается. И, кстати, в новогодние праздники есть некоторые люди, которые прям болеют именно в этот период, потому что, как-то вот привычно организм
не переключается на режим отдыха, и человек просто начинает болеть. А все из-за чего? Из-за того, что есть, ну, такой дефицит, в общем-то, витамина D. На этом вроде бы у меня как все. Усталость. Ну вот, да. Дальше расскажу, что же с этим всем прекрасным и чудесным моментом делать. Ну, во-первых, с чего же я начала? Начала я с того про социальные сети. Про такую идеальную картиночную жизнь, которую часто хотят люди и приходят ко мне на консультации и рассказывают: Вик, я ставлю цель для нашей работы, чтобы я вышла замуж. Или я ставлю цель взять ипотеку, или я ставлю цель там зарабатывать и увеличить свой доход на 500 тысяч больше, там, я не знаю, там, ну, то есть на какой-то доход увеличить. Вот. И первый момент, что бы я так рекомендовала не делать, или делать, точнее, в этой ситуации, а конкретно в этой ситуации не делать, это не сравнивать себя с другими людьми. Здесь у меня такой посыл про то, что на самом деле за этой картинкой вы ведь не знаете реально жизнь этого человека. Вы можете смотреть на эту чудесную, классную жизнь, какие там подарки они друг друга дарят, как они ездят куда-то отдыхать. Но вы не знаете, даже вот там, смотря на мой Инстаграм, вы ведь не знаете мои сложности, мои проблемы, с какими историями я прихожу на личную терапию к моему психологу. И я ведь не буду это рассказывать в социальных сетях, где люди на меня смотрят. Для меня социальные сети — это моя работа, а это не про, ну, про некоторую, знаете, такую реальную картинку, то есть реальность со своими чувствами, мыслями, сложностями и переживаниями я ведь пойду в личную терапию, к своим друзьям, к своему мужчине, то есть пойду говорить с теми людьми, с которыми я понимаю, что моя потребность закроется, меня услышат, меня поддержат, то есть, ну, смотря на какой период жизни, что мне необходимо, но это точно не то место, там, как социальные сети, где я буду это вообще делать. То есть не стоит идеализировать и не стоит вообще ориентироваться на эту идеальную картинку, потому что за этой идеальной картинкой стоит вообще непонятно что. И вы не сможете это узнать, в общем-то, пока с самим этим человеком реально не общаетесь и не дружите, и не находитесь в каких-то прям близких отношениях. Второй момент — это про пересмотр целей, посмотреть, а что же вы на самом деле хотите. То есть задать, может быть, какие-то вопросы, а вообще это цели ваши или нет, откуда вообще вы узнали, что эта цель вообще у вас есть, а какие у вас сильные и слабые стороны, как вы можете к этой цели прийти. То есть начать пересматривать вообще свои цели, чтобы они были реалистичны, а не так, что я хочу стать президентом, но в то же время у меня вообще никаких качеств к этому нет, вообще никаких связей нет, возможностей нет, финансов нет, но президентом я хочу стать. То есть, чтобы эта цель была как-то конгруентна, как-то вписывалась вообще в вашу жизнь, и она, ну, была, в общем-то, ваша и была про вас, а не про какого-то там Петьку из соседнего подъезда, который сказал, что я хочу красный Порше, и вы такие: я тоже хотел. Следующий момент — это про возможность проживать грусть, печаль, одиночество, то есть такие вот депрессивные состояния проживать. И ну, как-то, знаете, мне так хочется здесь поделиться такой мыслью про то, что эти чувства нормально проживать. То есть не пытаться себя заставить веселиться, там, отдыхать, как-то постоянно быть на таком каком-то драйве, что я поеду и на ту вечеринку, и на ту, и я не буду грустить, и я не буду оставаться одной. А нет, наоборот, попробовать разрешить себе быть в этом грустном, где-то апатичном состоянии. Да, мне сейчас грустно, да, мне сейчас хреновенько, да, вот сейчас как-то вот, ну, вообще настроения нет, я хочу побыть одной. И разрешить себе в этом состоянии какое-то время побыть. И еще такой, я думаю, уже последний момент, который я скажу, это про то, что попробовать разделить свои эмоциональные переживания, которые у вас, допустим, там появляются. Может быть, какая-то грусть про прошлые отношения, про то, что у вас не получилось, не удалось, может быть, проплакать. Поделиться с этими чувствами с тем человеком, который был бы не заинтересован в каких-то, ну, то есть не заинтересован как-то, чтобы вы менялись в своей жизни.
с таким независимым человеком, который не будет вам давать советы, вас учить, вас оценивать. Вот, если это друзья ваши, то поговорить с ним. Если таких людей нет, то обратиться к психологу или пойти к психологу, или обратиться ко мне, кстати, и попробовать поговорить про это с тем человеком, с профессионалом, который поможет вам, в общем-то, прожить то, что было вытеснено, и то, что было запрещено какое-то время. Потому что это все равно ведь про избегание, а в какой-то момент вашей жизни эти негативные чувства, они все равно вас достигнут. Это просто дело времени. Так, это я сказала, это все сказала. Вот. На этом я хотела бы, думаю, что закончить мое видео. Хочу вас пригласить на мои терапевтические группы. У нас там происходит просто все. То есть, такой пример скажу про то, что, допустим, девушка приходит на группу, сейчас так вообще просто образный пример приведу. Девушка приходит на группу и говорит: я вот не могу выстраивать отношения, как-то у меня есть идея про то, что все от меня отстраняются, я как-то себя чувствую неуверенной, неинтересной. И тут как раз-таки в процессе групповой работы такая девушка может заметить, а как ее видят, а как ее воспринимают, а в чем именно она себя чувствует неуверенной, и то есть получить обратную связь. Часто в жизни такой искренней, независимой обратной связи получить нельзя. То есть это как будто бы я создаю такую атмосферу на группе, где как будто бы вы можете реально столкнуться и заметить, а какие чувства вы вызываете у другого человека, когда вы какая-то злая, грустная, недовольная, раздражительная, капризная, радостная. То есть такое безопасное место на моих группах, где вы можете попробовать быть собой, и именно этот опыт взять уже в свою жизнь и попробовать создавать отношения уже в своей жизни, где вы будете с собой, где вы можете и матом там сказать, где вы можете покапризничать, где вы можете просто, в общем-то, расслабиться и быть в этих отношениях. Вот. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал, там я пишу посты про отношения. И я также оставлю ссылочку на мои терапевтические группы онлайн и в Москве. С вами была Виктория Косик, я сертифицированный гештальт-психолог, магистр психологии, специализируюсь на теме отношений. И все, на этом мое видео заканчиваю. Всем пока!